Всем привет, меня зовут Веруша. В этом видео я буду говорить о том, что жизнь после развода — это самое лучшее время в жизни мужчин. Об этом это подтверждают многие мужчины. Это неудобная правда для женщин, она неприятна, но это факт. И мужчины после семейной жизни жалеют о том, что они потратили много лет, долгое время на этот брак и отношения. Развод — это не все конец, а наоборот, это начало новой жизни для мужчин. Как это было? Родился, побыл мужчиной, побыл всем должен, и все. На этом закончилась твоя жизнь. Но сегодня это все не про современных мужчин. Мир меняется, тенденции тоже. Свобода может пугать, но она открывает двери к подлинной жизни. Вот так вот говорил Эрик Фромм. После развода мужчины еще больше начинают ценить свою маму. Самая любимая женщина — это мама. Некоторые мужчины говорят: не понимаем женатиков. Как обычно это бывает. Мужчина сначала после развода накрывает, время может грустить, переживать, но потом происходит отпускание и наконец-таки получение удовольствия от всего, что происходит вокруг. Это похоже на американские горки, когда сначала ты долго взбираешься, потом летишь вниз, ощущаешь такую вот легкость, ты паришь. Мужчины стали понимать, что серьезные отношения с женщинами, к сожалению, снижает качество их жизни. Сбрасывается груз с плеч. Есть мужчины, которые сегодня выбирают не быть в отношениях, в частности, после развода, и долгое время сохранять нейтралитет к женщинам, не потому что они травмированы или в обиде на женщин, а потому что внутри перестало быть такой сильной потребностью это. Встать в тишине, не объясняя ничего никому. Делать, что хочешь, и не оправдываться. Прийти домой после работы, где никто не будет с тобой спорить. Здесь мужчины еще делятся на два типа. Первый тип мужчин — это те, кто после брака вообще ни под каким соусом не хотят никаких отношений. А есть вторая категория мужчин, которые не закрывают свое сердце. Они говорят, что если встретится хорошая женщина, то попробуем, но не привязываются к этому. То есть настолько удовлетворены своей жизнью, что им и так хорошо. У них друзья, близкие, родственники, какие-то увлечения, постоянно какой-то актив, хобби. У них эмоциональное насыщение идет не через отношения, а через цель, какой-то их путь. Сегодня я буду говорить про жизнь после развода мужчин, какие-то истории, их впечатления. Сегодня я перечислю основные пункты, после которых мужчина понимает, что в брак больше не хочется. Давайте представим, что мы на огромном корабле, и вдруг нам сообщают, что судно получило серьезные пробоины и в любой момент может пойти ко дну. Что предпринять? Существует два пути. Кто хочет, может остаться и думать о том, что а вдруг не перевернется, и тогда какое-то время можно еще подождать. А второй путь — это предпринять поиски для своего спасения. Что такое корабль? Это аналогия с человеком, и наш выбор в жизни. Можно ничего не делать и пребывать, и жить в том, что тебя не устраивает, или предпринять какие-то попытки к исцелению своей жизни. Вот мужчины говорят, что после развода моя жизнь буквально спасена. Именно это мужчины понимают. Вот история мужчины. Он не смог терпеть то, что женщина его обманывала и изменяла. Он, не прекращая общение со своими детьми, развелся и зажил совершенно другой жизнью. Вся его жизнь
пошла в гору. Что же он ощутил? Что же он ощутил и понял? Всегда спокойные нервы и чистый мозг. Есть свободные деньги. Я сам решаю, что мне делать. Исчезла психосоматика, улучшилось здоровье. Никто не попрекает и не манипулирует. Купил машину для себя, наконец, а не для жены. А вот мужчина говорит, что после 25 лет брака понял, что все самое хорошее случалось с ним только после. Но есть плюс — это дети, за что он очень благодарен. Другой мужчина пишет, что он испытал самые худшие эмоции в своей жизни именно в браке. Буду помнить тот день, когда я развелся, и это самый лучший день моей жизни. Другой мужчина говорит, не оставляя попытки после развода с кем-то познакомиться, сначала очень активно знакомился, но потом я все это бросил. И как втянулся, никакой нервотрепки. Эти все знакомства — это разочарование, не удовольствие. Я сам себе хозяин после развода. За 4 года я приобрел все, что не мог приобрести в браке. Мужчина делится тем, что после 7 лет брака он наконец-таки остановился. Но это не ступор в жизни, это остановка просто дышать спокойно, не бежать постоянно в этой гонке, прочувствовать все моменты этой жизни. А также развод ему помог зарабатывать больше и, наконец-таки, перестать считать деньги и думать о них постоянно. В общем, историй очень много, они похожи тем, что мужчины только после брака стали получать, наконец-таки, удовольствие, познали себя, свои желания, что они хотят. Кто-то исполнил свою мечту, наконец, кто-то сменил работу, наконец, кто-то стал зарабатывать больше, открыл бизнес и там купил себе машину, и квартиру, дачу, улетел куда-то в другую страну или встретил другую совершенно женщину. Такие истории тоже, конечно же, есть, и все совершенно по-другому стало. То есть развод — это не все конец, а наоборот, это начало новой жизни для мужчин. Спасибо большое за внимание. Увидимся уже скоро. Пока!